Так, друзья, приветствую вас на моем канале. Вот давно мы здесь не были. Этот участок вызвал у нас на канале массу комментариев, споров, мнений. Вот. И мы здесь давно не были, многим он понравился, многие восхищались. Вот. И я хочу вам показать, покажи вот от угла. Хочу вам показать, что здесь нового расцвело, как все преобразилось. Мы, кстати, с этой стороны вам не показывали. Это все вот получается квартира на первом этаже. И вот смотрите, мы обходим этот дом и этот участок полностью. Смотрите, какие растения высажены. Ну вот, смотрите, штамбовые розы раскрылись, какие красивые. Гортензия еще жалко не расцвела, но ее тоже мы вам покажем. И вот розочка на штамбе тоже еще не раскрылись. Какое все стало красочное. Какая красота. И барбарисы очень хорошо смотрятся. И посмотрите, уже мискантусы, очевидно, уже какие красивые зеленые кусты. Колосков только еще нету, но очень красиво. Гортензии на штамбах какие уже большие. Хорошая зелень такая, сочная. Розы вообще великолепные. Клематис. Вот смотрите, как этот сад меняется от сезона к сезону. А там в глубине очень красивая тоже роза, такая оранжевая, розово, желтая. Красиво. Ну, а здесь в тени деревьев пока мало изменений. Здесь гортензии будут цвести на штамбах. Мы с вами это тоже увидим. Азалии отцвели уже, и рододендроны. Бересклеты, барбарисы. Ну и травы будут. Все мы это увидим с вами. Юка даже собирается цвести здесь. Видно, здесь не такая уж и тень. Вот такая вот красота. И хвойные растения сейчас уже такие красивые. Можжевельники стелющиеся тоже. Очень много растений здесь. И на штамбах хвойнички такие, хвойные растения такие симпатичные. Просто прелесть. А вот смотри, бонсай в горшке. Видишь? Не устаю хвалить этого дядечку, какой он молодец, правда? Да и не только этот дядечка. Тут много таких участочков, но этот, правда, самый такой красивый. Показали мы вам этот участочек, и сейчас еще покажем. А вот, смотрите, это тот второй участок. Там, где стояли скульптуры, посмотрите. Здесь розы высажены прямо вот за забором. А здесь вот люди ходят и машины ездят. И смотрите, опять же, никто эти розы не пытается срезать или выкопать, не дай бог. Все цветет вот прямо на улице, на проезжей, возле проезжей части. Вот такая вот красота. И люди ходят и любуются, посмотрите. А посмотри, как балконы украсили тоже уже. Да, и балконы украшают, и петуния в ампельных горшках. Ну, розы какие красивые. Розы просто великолепные. Хорошие кусты, люди ухаживают хорошо. А вот тоже, смотри, участочек следующий. Это следующий уже балкон.
и следующие хозяева этого участочка. И тоже посмотрите, как хорошо, как красиво украсили. И бегонию высадили прямо под штамбовой розочкой. А там, очевидно, высадили колокольчик карпатский тоже под растениями, под клематисом, очевидно. Ну да, под клематисом. Это клематис, притом несколько сортов сразу. Смотри. Ой, и петунии, как балкон украсили. Ну, как люди любят красоту, видите? А какой сорт розы красивый. Скажите мне, кто знает, как называется вот этот сорт? Посмотрите, как красиво. Сплошные розочки. Посмотрите, вот это вот эти участки красивые какие. И тут тоже участочек, смотрите. Ну, красота же, правда? И все ходят и любуются этой красотой. Здорово. А вот смотрите, как изменились участки там, где были хвойные растения высажены. Какие сейчас они яркие краски приобрели. Это можжевельники, посмотрите, разных сортов вот стелятся. Какие красивые. И сосны красивые. Все сочное, все со своими красками, сочными такими. Красиво. И стриженные газончики везде. Вот, смотрите, каким сплошным ковром или даже подушкой. Это все вот можжевельники закрыли. Разбегайся и туда так, как на матрас. И весь в иголках. Да. Вот их стригут. Они повыходили за заборчики уже. И вот их, видите, подстригли недавно, чтобы все это было аккуратненько. А покажи наверх балкон. Вот тоже люди украсили. Посмотрите, балкон, как хорошо. Петунии, пеларгонии, лобелия. Ну и вот эти тоже участки. Тоже с можжевельниками. Но видно, в них тяжело вот эту траву. Не прорвешь ее. Как она выросла там. Ну, там сплошная тень, да, и все равно выросла. А вот какой участок красивый. Там вот, смотрите, гортензия будет цвести под забором, под балконами. Это Аннабель, очевидно. Аннабель Стронг, может быть. И розы красивые. Уже кусты такие тоже старые. Ой, а вот, смотри, как хорошо лаванда смотрится с дейцией. И здесь несколько сортов есть дейции, посмотрите. Это вот белая дейция. Так, и дальше. А вон под балконом белая роза тоже какая. И вот здесь еще есть дейция, но только уже с розовыми. Смотрите, розовая. Большие такие кусты уже. Шмель. Ну и куда же без жасмина? Тоже большой красивый куст. А вот дейция розовая, когда вся раскроется, наверное, будет очень красиво. Вот такие участочки. А вот смотрите, перед домами тоже мы снимаем вам. Это жилой дом. Это из старых, старый фонд, так сказать. Советских времен, очевидно, еще. Детская площадка большая, там сквер. И вот тоже такими хвойными растениями. И барбарис, и спирея. Посмотрите, как оно выглядит здорово. Разноцветные такие краски. Вот какая красивая клумба. Большие кусты спирей двух сортов. Можжевельник. А там это, очевидно, стриженные. Ну вот это жасмин стриженный. Смотри, куст. Там цветочков немножко еще осталось, видно.
А то я даже не знаю, что за дерево. Но тоже оригинально и красиво. А вон, посмотри, как здорово подстригли. Под подъездом растет. Тоже это, очевидно, тоже можжевельник. Посмотрите, ствол уже очень толстый. И какую форму им придают шара. Ну здорово же. И тут все так подстрижены, глянь. Да. Здесь много таких стриженных форм. Видишь, тоже все подстрижено. И газоны подстриженные. Покошены газоны. Все аккуратненько. Чистенько, аккуратненько. Везде есть урны. Поэтому везде чисто. Ну и культура. Без этого никак. Вот тоже. Только эти поменьше сделали. Видишь, шарики эти меньше сделали. А там хвойные, высокие, ели, голубые. И вот, смотрите, эту аллею тоже мы вам показывали ранее весной. Сейчас вот она преобразилась. Спирея цветет. Смотрите, разные тоже сорта. Та цветет. Это только начинает. Тоже вдоль высажено это все как зеленая изгородь небольшая, невысокая. Вот такие тоже стриженные тут кустарники, деревца. Все аккуратненькое такое. Розочки, жалко, еще не все расцвели. Но тоже вот и розы будут. Бересклеты яркие теперь уже стали. Такие тоже красивые. Тоже травы скоро распустятся, колосочки свои, юки. Ну вот так вот оно все, видите, все оно такое аккуратненькое. За всем этим ухаживается. Это я вам показываю просто, как оно все меняется. Тогда оно еще даже зеленым не было. Ранняя весна была, а сейчас вот уже все более красочное. И очень много хвойных растений, очень много. Особенно вот можжевельников под этими домами. Я говорю, это дома не новые, район этот не новый, поэтому здесь все растения уже довольно-таки взрослые. Смотри, как ее подстригли. Ровный-ровный такой край получился. Угу. Хорошо выглядит, правда? Да, очень. А вот тоже, смотрите, высадили лаванду. Опять же, травы какие-то высадили. Еще нету, наверное, мискантусы. И почвопокровные розы. И будет очень красиво. Розочки вот начинают цвести. Они ярко-малинового, ну, ярко-розового цвета. И голубая лаванда. Представляете, какая красота будет? А рядом вот растут японские клены. Прямо у кого-то под балконом красный, зеленый. Тоже розы. Скульптуру поставили люди. Ой, а впереди какая красота. Очень красиво. Сколько роз, посмотрите, сколько всего высадили здесь. И клематисы, и розы на арке. Ой, и Вероники. Красиво. И чернобрывцы, тагетисы. Ой, очень красиво. Клематисы. Роза такая красивая. Смотри, какие. Угу. Тагетис какой крупный, смотрите. Угу. А вот еще решили вам показать тоже зеленый такой садик. Смотрите, хоста какие листья огромные, гляньте. Вот, смотрите, какие большие листья. Какой куст хост красивый. Ну и хвойных много, и другие хосты есть. Здорово. А вот еще тут много всего. И барбарис, и гортензия.
Даже клен вон есть, японский, красный, смотри. Пионы. Много-много. Ой, а это бузина. Два разных сорта. Посмотрите, вот один сорт с таким бордовым листом и розовыми цветами. Красивый, кстати, сорт. А вот второй сорт бузины. У него совсем другой лист. И он гораздо выше куст. Видите, вот разные листья. Тут он крупный. Как эти сорта называются? У кого есть? Подскажите. Вот один сорт у нас. А вот второй вот с таким резным листиком красивым. Мелкий. Мелкий, да, такой лист. Здорово смотрится. Ну и барбарисы, стелящиеся. Вот, а тут на углу была такая красивая елка, сосна, вернее. Это не очень красиво. Это облепиха. Видно, заморозки в этом году были поздние и нету ягод. В том году были. Вот, смотрите, помните, я вам показывала такой пушок. Она шариком таким была, пушистым-пушистым. А сейчас молодые побеги пошли у нее. И смотри, много как побегов, да? Очень много. Это сорт сосны какой-то, но я не знаю, как он называется. И вот тоже люди у себя под балконом посадили вот такие розы на арку, красную и желтую. Красиво тоже, да, с этими розочками. Цветут рододендроны еще, хотя везде уже отцвели, тут видно тень. Ну и на балконе тоже люди высадили растения. А сейчас мы еще к одному участку приближаемся, который тоже мы вам показывали ранней весной. Ну, тут высадили, кто-то очень любит гвоздички, высадили разные. Ну, это такое. Пойдем дальше. Да, это вот тот участок с хвойными растениями, видите? А, тут уже майоры даже у людей цветут. И вот, я вам обещала показать. Смотрите, как красиво. Расцвели здесь, отцвели ирисы. Здесь, помните, были ирисы по краю. А сейчас вот там будут флоксы цвести под краем. А сейчас вот цветет гвоздика почвопокровная начала цвести. И вот это вот розовые, вот эти вот цветы, это... А я забыла, как называется. Извините. Я вспомню, я напишу. Ее много-много разных видов есть. Это именно вот махровая розовая. Лист на гвоздику похож. Это лихнес. Спасибо. Лист. Да. Видите, такая яркая, розовая, красивое растение. Ну и будут еще тут цвести и гортензии. Я вижу вон куст. И лилии будут цвести. И вот гортензия. Это все большой куст гортензии. Тут еще будет очень красиво. Ну что, друзья, заканчиваем мы нашу прогулку. Показали вам немножко. Просто решили показать, как изменились те участочки, которые мы вам показывали раньше. А вот махровый, кстати, жасмин, белый тоже красивый. Я думаю, вам было интересно. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось, и если вы хотите продолжение таких видео, потому что эти участочки еще будут становиться все красивее и красивее, так как впереди сезон цветения гортензий, а там гортензий очень-очень много разных сортов. Вот, так что до новых встреч. Спасибо, что были с нами на нашей прогулке. И всем пока. До новых встреч.